буряка, капусты и морковки я сажаю очень много. Для того, чтобы мои курочки кушали вкусные овощи. Сочные, вкусные корма. Потом яйцо необыкновенно вкусное, полезное, потому что это все выращено без химии, без удобрений. И такое яйцо можно назвать домашним яйцом. Рассаду капусты я никогда не покупаю. И основной причиной есть то, что мне надо, я нигде такую капусту не куплю. Потому что все, что продается на базаре, это не то. Это не та капуста, которая мне нужна. Поэтому каждый год я высаживаю на рассаду капусту сама. И сегодня наступил тот день, когда это нужно сделать. И, как правило, на базаре продавцы рассады говорят, что это агрессор, а на самом деле капуста совсем не агрессор. Поэтому лучше купить семена и знать точно, что на огороде будет расти именно та капуста, которую вы хотите. В этом году с капустой агрессор очень большие проблемы. Нету ее абсолютно нигде нет, еле-еле нашла. Агрессор, Структа, Тайсон, Парел и Сир. Это те капусты, которые я в этом году буду выращивать. Белокочанные. Ранние, среднепоздние и поздние. Сею я капусту на рассаду в середине апреля. Делаю так уже много лет. И как раз к тому времени, когда нужно будет высаживать капусту в огород, она уже будет готова к посадке. Середина апреля, 14 число, высаживаю капусту на рассаду. Вернее, сею капусту на рассаду. Очень хорошо заливаю водой, прямо чтобы стояла вода. Вот так заливаю и жду, пока она вся впитается. А потом раскладываю семена капусты. Сею я капусту на расстоянии спичечного коробка. Для того, чтобы потом с закрытой корневой системой высадить в открытый грунт. Я маленькой лопаточкой беру вместе с грунтом, с комом земли это растение, капусту, и выношу на грядку. И у меня получается стопроцентная приживаемость на огороде капусты. Она даже не понимает, что ее пересадили. То есть это получается перевалка. Потому что я сажу на расстоянии. И потом лопаткой беру вместе с комом земли, с корнем и выношу в открытый грунт. Структа. Японская селекция.
Вот так вот раскладываю. И теперь самое главное засыпать эти семена мокрой, влажной землей. И при том я сверху уже не поливаю, поэтому лунку для посадки капусты я готовлю очень тщательно. Я ее очень хорошо 2 раза наливаю воду до впитывания, чтобы она забрала максимально побольше воды. Потому что вот здесь вот, на этом этапе, я уже не поливаю, чтобы здесь не было никакой корки. И сверху, когда я все это закрою, все семена закрою, я накрою пленкой. Вот у меня лежит уже клеенка подготовленная. Как только я все семена закрою, я буду закрывать сверху еще пленкой. Это делается для того, чтобы сохранялась подольше вот эта влага, которая нам нужна для всхожести этих семян. А в теплице вы знаете, что очень жарко днем. И очень быстро, если не накрыть клеенкой, вот этот рядок с капустой высохнет. А так как дачники приезжают на дачу 1 раз в несколько дней, 1 раз в неделю чаще всего, то и полив может производиться только 1 раз в неделю. Поэтому если закрыть эту посадку пленкой, клеенкой, то эта влага сохранится на неделю и даже больше, несмотря на то, что здесь в обед очень-очень жарко в теплице. Поэтому семечки закрываем мокрой землей. Закрываю я капусту где-то на 1–1,5 см. Этого будет достаточно. И вот такой рассады капусты я не куплю нигде. Ни на каком базаре по продаже рассады. Такая капуста не продается, которую посадили сами. И мы знаем, что мы посадили, и мы знаем, какой будет результат. А это самое главное, потому что вы все прекрасно знаете, что купить настоящий агрессор на базаре невозможно. Она просто не продается. А под названием агрессор продают любую другую капусту. Сею я капусту в теплице возле центральной дорожки, слева и справа. Это делаю я для того, чтобы она не мешала при основной посадке культур, которые будут расти в этой теплице. В этой теплице у меня будут расти перцы, и я спокойно могу высаживать перцы, несмотря на то, что здесь у меня будет расти капуста. Она мешать основным посадкам не будет. Это уже такой способ проверенный, я всегда так делаю. Вдоль дороги сажу капусту на рассаду. Между рядами, там, где будет расти у меня перец, я высаживаю или редиску, или шпинат. Вот так. Это тоже промежуточные культуры, которые у меня растут в проходах между перцем, который будет здесь высажен. И по мере созревания эта редиска будет убираться, и она перцу мешать не будет. Точно так же и шпинат. И я каждый год вам показываю, какой шпинат, какая редиска у меня в теплице. Капусту я сею у себя в теплице. Но когда-то давно, когда не было теплицы, я сеяла капусту. У меня просто была оконная рама. И на улице, естественно, и именно 14 апреля я всегда это делала. Бортики из досок были, сверху накрывалась стеклом, и прекрасно росла так рассада. Капуста – это единственное растение, которое, ни в коем случае не надо мучать дома на подоконниках. Она прекрасно выдерживает понижение температуры, и поэтому капусту можно, даже если нет теплицы, сделать 4 досточки, сверху стекло и посеять просто на улице.
закрыв сверху стеклом. И вырастет, поверьте мне, отличнейшая рассада, лучше, чем на подоконнике в квартире. Она тянется, она страдает, она очень сильно мучается. А здесь у меня, смотрите, ранние кабачки. В этом году хочу очень-очень рано кабачки. Каждый сорт посадила в отдельную емкость. Закопала эту емкость. Это делаю для того, чтобы в теплице, когда будет очень сильно жарко, не пересох грунт в этой емкости. И накрываю пленкой. И смотрите, я в прошлый раз вам показывала, я сеяла базилик. Тоже не надо мучить базилик дома на подоконнике. В тепличке посеяли, пленочкой накрыли. И посмотрите, какая красота. Фиолетовый и зеленый. Просто схожесть практически за 4 дня. Огурцы я тоже вам показывала, я сеяла. Единственное, что грунт брала, вы видели, я брала его в курятнике. Поэтому бурьян растет все как положено. И во второй теплице тоже спешила ее перекопать, потому что срочно надо сеять уже капусту. Здесь у меня уже посеян агрессор. Эта капуста очень хорошо переносит засуху и очень хорошо переносит нападение белокрылки. И я вам каждый год показываю свои урожаи капусты. Капусты я сажаю много, потому что у меня всю зиму курочки кушают капусту. Засыпаю землей и накрываю клеенкой сверху, для того, чтобы этот конденсат держал влагу. И семечко быстро прорастет, и будет капуста быстро расти. Я успела это сделать. Капусту посеяла. И все, что буду делать дальше, я обязательно буду вам показывать. Укроп сею, конечно же, аллигатор. Из больших профессиональных пачек на развес. И вот так вот наливаю воду. И укроп прямо в воду. Вот так вот. Не успела. Обычно вот люблю укроп прямо в воду, чтобы хорошо промокли семена. Это я сею укроп на самый ранний. Основной посадкой укропа у меня будет в огороде, когда вспашется земля. А это, чтобы ранний укропчик на весну. С одной стороны и со второй стороны. И нам этого будет достаточно. Больше на ранний не нужно. И засыпаю землей. Тоже стараюсь вот так влажной, потому что сверху я уже здесь сейчас не поливаю. Поливать буду, когда будут всходы. После первых всходов тогда я поливаю. Все. И уже в следующий раз, когда я приеду, будет укроп. Вернее, он взойдет. Все, вот такая вот у меня быстрая посадка укропа. Вот так.
и обязательно сверху клееночка. Тогда образуется конденсат, и эти семена всходят очень быстро. И грунт в теплице не пересыхает. Вот так небольшой кусочек клеенки. Просто закрыть. Просто закрыть. И тогда всходы будут мгновенные.